Друзья, всем привет! Сегодня мы соберем очередной деревянный механический конструктор, и это модель паровой поезд от компании Robotime. Robotime — это один из самых популярных китайских производителей конструкторов на сайте AliExpress. Обычная стоимость данного набора $20, в распродажу можно взять порядка $15. Поэтому если вам такой набор понравится, ссылку на него я оставлю в описании. Поезд — одна из самых популярных моделей конструкторов в линейке Robotime. Я эту модель не собирал, поэтому мне очень интересно посмотреть, как он будет выглядеть вживую. Масштаб модели 1:80, все как всегда собирается без клея. Состоит набор из 308 элементов, 4 уровень сложности и размеры после сборки 307 на 67 на 82 мм. И вот схематический рисунок самой модели. В комплекте визитка с контактами Robotime. 5 деревянных пластин с деталями, на которых расположились наши 308 элементов. И минус китайских конструкторов — это в том, что они не пахнут приятным запахом дерева, как, к примеру, тот же U-Gears или Woodtrick. Также в комплекте кусочек наждачки для того, чтобы зачистить всяческие неровности после извлечения деталей. Но, как по мне, лучше пользоваться пилочкой. Ну и, конечно же, в наборе у нас инструкция, которая выглядит как большая газета. Инструкция пошаговая, где какую деталь взять, с какой другой деталью ее соединить. Все расписано, все понятно. Следуем по шагам и в конце получим готовый наш поезд. Первый элемент готов. Опа! И поезд готов. Ну что, друзья, поезд полностью готов, и у меня для вас, собственно, две новости. Как водится, хорошая и не очень хорошая новость. Из хороших новостей поезд получился симпатичный, небольшой и достаточно детализированный. То есть давайте я вам немножечко его покажу. Смотрите, к примеру, у самого поезда у нас здесь есть вот такая вот имитация крышки люка. Здесь у нас, я так понимаю, это клапан отвода, который отводит лишнее давление. Это какой-то, не знаю, ветряк или что такое, не сильно я силен в технологии поездов. Здесь у нас явно это у нас колокольчик, здесь у нас, значит, труба. Смотрите, какой симпатичный у нас фонарик. Также обратите внимание на огромное количество лазерной гравировки, да, то есть очень много всяческих рисунков. Опять же, здесь у нас фонарики, здесь у нас какие-то идут трубы, здесь внутри там шестеренки, все это с лазерной гравировкой, рисуночки, да, тут Robotime логотипчик, то есть очень-очень много различной гравировки и много всяческих мелких элементов, которые в целом создают симпатичную вот такую вот картину. То есть вот такой достаточно симпатичный вышел поезд. Опять же фонарики, опять же лазерная гравировка, опять же кабина машиниста. Вы сами видите, что там различные нарисованные приборы управления. То есть именно в плане детализации поезд получился прикольный. То же самое касается непосредственно самого вагончика. Опять же здесь у нас бренд Rocker, да, различные гравировка, рисунки, колесики. Вот тут смотрите гравировка, да, то есть ящичек, все с гравировочкой. Все миленько, все симпатичненько, мне нравится. Здесь вот эта лесенка, еще одна лесенка и фонарики. Здесь у нас тоже лесенки, то есть, ну, в плане детализации, да, все вот отлично. Ну, и, собственно, и все. Вот это единственный такой плюс, что в плане детализации поезд классный.
А в плане того, если вы любите механику, механики здесь никакой нет, как и в принципе практически во всех, наверное, наборах от Robotime. Возможно, я ошибаюсь, может есть какие-то прям и хорошая механика. Потому что, смотрите, из механики, что у нас из механики? Непосредственно на самом вагончике у нас вращаются колеса, причем колеса состоят из двух частей, то есть это вот такая лицевая гравировка и внутренняя часть колеса. Та, которая лицевая, она просто намертво зафиксирована, не вращается эта часть. И вращается только вот внутренняя часть колеса. То есть по факту вагончика у нас вращаются колесики и открывается доступ к вагону, то есть для загрузки какого-то груза. Все, вот такая вот простецкая механика. Можете сюда, кстати, какую-то монетку кидать, будет как копилка. Но с этой копилки, если что, у вас легко все своруют. Вот такая копилка, то есть вагончик, вращаются колеса и открывается крышка. Все, у вагончика больше ничего подвижного нет. У поезда ситуация абсолютно такая же, то есть колеса состоят из двух частей, колесные пары вместе не взаимодействуют, это все неподвижный элемент, то есть лицевые части колеса они намертво зафиксированы, вращаются только внутренние части колеса. Внутренние вот те шестеренки, которые должны были бы приводить якобы в движение колеса, то есть если здесь был бы какой-то заводной механизм, к примеру, как в поезде от компании Ветер Models, обалденнейший поезд, то есть я оставлю ссылку на видос с поездом от компании Ветер Models, посмотрите, офигенная механика, там двигается просто все, что должно двигаться в поезде, все там двигается, это действительно самый лучший поезд, что я собирал, поэтому если вы ищете классный поезд, опять же небольшого размера, как вот от Robotime, чтобы много места на полочке где-то не занимал, то вот от Ветер Models вам точно поезд зайдет, обязательно посмотрите видео, кто не смотрел, обалденный поезд. Так, ну и получается, как я сказал, да, здесь шестеренки не двигаются, люк здесь не открывается, ничего не открывается, только колесики вращаются, открывается вот такой вот люк, вот такой сложной вот механикой, да. Да, точно. Еще болтается вот этот вот крючок для сцепления с вагончиком и открывается еще отсек для топки, то есть для подкидывания угля. Но у меня пальцы туда не долазят, и вот видите, вот там вот две такие штучки, они раздвигаются и можно как бы закидывать уголек, но туда добраться достаточно сложно. И все. То есть двери у нас не открываются, люк не открывается, ничего не вращается, механики никакой нет. То есть эта модель исключительно статичная. То есть если вы покупаете эту модельку чисто для себя, чтобы собрать и красиво поставить ее на полочку, да, поезд с этой задачей справляется. Модель действительно маленькая, симпатичная, мне понравилась. И если это вы покупаете для ребенка, чтобы изучить какую-то механику, либо чтобы ребенок потом там дверки открывал, закрывал, заводил поезд, катал его по полу, то, к сожалению, нет. В общем, вывод простой. Если вы хотите приобрести эту модель чисто для статики, поставить на полку, то, как говорится, как и говорил в начале, ссылка в описании, можете перейти и приобрести. Если же хотите что-то изучить, устройство какое-то поезда, побольше механики, чтобы у вас все там шевелилось, двигалось, эта моделька не подходит. Так что можете тогда не покупать, можете расстроиться. Ну, а так вообще мне модель понравилась. То есть, смотря под какие задачи вы будете ее покупать. В любом случае, ссылка будет в описании. Ну а у меня на этом все. Буду ждать какие-то новые модели. Что будет новенькое выходить, будем с вами собирать и смотреть. Поэтому, если хотите, можете подписаться на канал. Будут, конечно же, еще всяческие интересные конструкторы. Спасибо за просмотр. Пока-пока.